Всем доброе дождливое утро. Хорошо. Мы едем в Брашов, едем на 3 дня. И, конечно, хотели покататься на лыжах, но погода вообще ужасная. Дождь идет, плюсовая температура, и снегом и не пахнет. Но лыжные куртки мы с собой взяли. Салфетку? Да. Да, держи. Слышишь? Вот по той дороге мы должны были отсюда выехать. Видишь? У нас, как обычно, остановки, туалеты, кофе. Будем ехать часа 3. Детям взяли какао, себе кофе. Едем дальше. Почему? Вот такая вот погодка. Снегом и не пахнет. В последнее время у меня реальная проблема стала засыпать за рулем. Это переутомление, надо больше отдыхать, потому что это не дело. Едем в другой город. Я птичка. Давай, Богдан, давайте. Дорога уходит в горы, начались серпантины и леса. Обычно в такое время здесь лежат снега, так же, как и в украинских Карпатах. Итак, сейчас покажу наши новые апартаменты на 3 дня в Брашове. У нас студийный вариант, это кухня. Здесь все есть, вообще у нас мансарда. Плита, умывальник, здесь микроволновка, вся необходимая посуда, чайник, кофеварка. Тостер. Да, тостер. Здесь при входе вот такой вот гамачок. Алиса уже заняла место. Дальше, если пройти, есть вот такой вот диванчик, он, как я поняла, раскладывается. Это Также гостиная тут такая? телевизор, журнальный столик. Вот здесь выход на балкон. Да, у нас здесь такая терраса. Не знаю, как открыть. Ну, потом откроем. Дальше тут есть вот такая вот одна спальня светлая, небольшая. Да, здесь будем спать мы с Алисой. И там санузел. Ух Дальше, ты! если зайти, большая ванная, вот, круглая ванная, и дальше все, что надо. Стиралка и туалет. Выходи. Вот такие окна прикольные. И есть фен и утюг. Это зона отдыха, но так как там одна спальня, то мы тут с Таей будем спать на диване, он раскладывается. Также тут есть телевизор, журнальный столик. Жилье бронировала на букинге, стоимость за 3 ночи 250 евро. Сейчас покажу вам выход на террасу. Так, выходим. Алис, положи конфеты. Мы живем в самом центре города, как я уже говорила, и здесь ратушу видно и центральную городскую площадь. Я вообще обожаю мансарды, и вот это именно то, из-за чего я выбрала эти апартаменты. Летом здесь вообще шикарно, можно столики вынести. Главное, чтобы не было дождя. А вот прямо над нами находится канатная дорога. Это гора Тампа, и завтра мы, надеюсь, будет погода хорошая, поднимемся на этой канатке. Вот тоже у соседей крыша такая, черепица, ратуша городская. Босиком не выходим, здесь мокро. Специально поставили сюда под крышу, под навес, столики и кресла. Иди надень курточку. Сейчас наденем. С приездом. И за отдых. Также тут есть небольшой столовый стол, такое пространство. И также вот такая качелька, прямо возле окон. Алиса здесь будет кататься на ней. Да. И еще, чтобы попасть в нашу квартиру, нужно подняться по вот такой большой лестнице. Сейчас я покажу. Вот. Ой, Алиса катается, да? Я
Вот это развлечение, скажи, да? Ты умеешь? Давай. Скажи. Класс. Когда мама дома на Арнаутской сделает мансарду такую, повесим тоже такой гамачок, да? Алиса говорит, сними видео, как я катаюсь. Здесь вечером тоже у нас веранда подсвещается. Красота. У нас тут съемки Венсдей. Тая мучает Алису. Все, я не снимаю. Вставай, все, вставай, ну не надо так. За мной повторяй, Алиса. Вот так, Алиса. Тая мучает Алису. Так, последний раз. Дубль 28. Вставай. Третий дубль, да? Ночной старый город. Так красиво. Сегодня у нас вечер отдыха. Дети дома. Мы вышли в магазин что-то купить, покушать. А завтра покажем вам город и все достопримечательности. Город красивый, вечером все гуляют, кафешки, очень много интересных мест здесь. И мне нравится эта часть Румынии намного больше, чем Бухарест. Это главная пешеходная улица Брашова. Мы сейчас находимся в Брашове на самой узкой улочке города. И это одна из самых узких улиц Европы. Здесь на стенах можно оставить надпись. Здесь была Юля. И мы завтра сюда вернемся с детьми, когда будем выходить в старый город, пройдем через эту улицу. Пойдем. Здесь ширина от силы, наверное, метр, да? Наверное. Вообще, и все стены исписаны полностью. Все в надписях, мостовая. Вообще, мне старые города очень нравятся. Люблю по ним бродить. И здесь где-то налево и наша квартирка. Мы вернулись домой. У нас сегодня тихий семейный вечер. Шеф-повар на кухне. Дети моют головы. А тут у нас вечерние танцы. Самое вакантное место. Сегодня немного устали, дорога, новое жилье, вещи разбирали, ужин Гена готовил. Будем ложиться отдыхать. А в следующем выпуске покажем вам все самые интересные места в Брашове. Всем пока!